Здравствуйте! Сегодняшняя тема– роза в ароматах. Давно обещала вам эту тему. Очень многие ароматы говорят о розе и содержат розу как один из основных, как одну из основных нот. Когда однажды меня спросили, какова разница между Востоком и Западом, я ответил: лучшие розы Востока и Запада одинаково благоухают. Эти слова принадлежат великому русскому мыслителю, космисту и художнику Николаю Константиновичу Рериху. Роза– один из самых символичных цветов. В христианстве эта роза означает всепрощающую божественную любовь, символ мученичества, символ всепрощения, символ чистой божественной любви. Роза распространилась и на божественную деву, на Богородицу в христианстве как символ. До нас дошли средневековые тексты средневековых песнопений, в которых повторяется «Аве Роза», то есть «Радуйся, Дева, радуйся, Богородица». Роза белая– символ непорочности, чистоты, красная роза– символ пылких чувств, желтая и золотая– символ божественной избранничества. У Даниила Андреева в «Розе мира» это символ единства человеческого мировоззрения, человеческой божественной любви и мудрости. Именно от нее, как от розы ветров, проистекают все религии мира. У Данте Алигьери в «Божественной комедии» роза ассоциируется с самим Духом Божьим, с божественной сущностью. У розенкрейцеров был символ креста и розы, как символ возрождения человеческой души. И в XX веке в литературе и культуре, европейской и русской культуре роза входит как символ христианства и присутствует в ней. Мы помним, например, как у Булгакова в романе «Мастер и Маргарита» Понтий Пилат в день роковой для него и для всей истории цивилизации христианской он почувствовал с утра невыносимый, ненавистный и навязчивый аромат розы. То есть предчувствие божественного присутствия уже передалось подсознательно этому герою. Роза действительно излюбленный компонент в парфюмерии. Еще с начала ее возникновения один из первых нот, которые присутствуют в парфюмерии. И до сих пор роза очень любима, популярна и по-разному обыгрывается в парфюмерных композициях. Практически, наверное, трудно найти какую-то без ее присутствия. Я подобрала здесь для вас те из своей коллекции, которые, несомненно, звучат розой, где роза слышна, интересна, необычна или просто солирует. В свое время я искала аромат натуральной розы, которая звучит как действительно садовый цветок без примеси. Мне хотелось в свой стиль бохо именно привнести такую парфюмерию. И вот на одной из наших парфюмерных встреч мне посчастливилось познакомиться с чудесным образцом чистой садовой розы, Tea Rose от американского бренда Workshop, выпуска 1977 года, до сих пор бестселлер. И это самая чистая, самая натуралистичная роза, которую мне до сих пор удалось найти и носить. Заявлено здесь много нот. И бергамот, и лилия, и розовое дерево, и сандал, кажется, кедр и прочее. Но по факту для меня здесь роза типа шиповник. Вот когда куст шиповника в полном рассвете, он благоухает на несколько метров вокруг себя. Вот это та самая роза, которую здесь слышу я. Кисленькая, с явно выраженной кислинкой. Потрясающей диффузности аромат и очень-очень стойкий.
Буквально на несколько месяцев его стойкость слышна с одеждой, если вещь оставалась в шкафу. До сих пор непревзойденная чистая роза в стиле бохо, то есть натуралистичная и такая природная. Раньше, я еще хочу сказать, этот аромат был вообще более чем бюджетен. Он был доступен во многих интернет-магазинах, но вот в последние годы его у нас не продают. Его можно купить с рук или где-то в Европе, или в Штатах, соответственно. Далее я хотела бы вас познакомить с ароматом экологического немецкого бренда Веледа. В концентрации дезодорант он представлен у меня. Wild Rosen, дикая роза. Почему кажется интересным? Потому что здесь роза тоже максимально натуралистичная, природная. Она с большей ноткой такой вот сладости и перчинка присутствует. И дальше раскрывается красивой пудрочкой. Не знаю, есть ли он, доступен ли он у нас к покупке, эта композиция, но она мне очень нравится. В жару, в лето прекрасно носится и как выполняет косметическую роль, и как аромат очень здорово звучит. Дальше мы продолжаем двигаться в сторону розы от натуралистичной к более сложным композициям. Вот у меня есть еще в коллекции розовое масло от индийского бренда Chakra. Это именно концентрация масляной духи, масла. Вот, наносится обычно на кожу. Вот это вот самая натуральная розочка тоже, но достаточно громкая, даже можно сказать мега концентрированная. И она ближе по звучанию к болгарской розе. Вот как было в свое время, да, была в свое время такая розовая вода с нотой болгарской розы и непосредственно масло розовое болгарской розы. Вот это звучит похоже. Тоже очень натуралистично, как я сказала, и стойко, прямо вот на пару часов. Один из любимчиков моей коллекции, позапрошлым летом носила его практически без перерыва, агент-провокатор классический, бренда агент-провокатор, который, к сожалению, сейчас уже снят с производства и является редкостью. Цена на него постепенно растет. Но я всегда имею запас, потому что аромат мне очень нравится. Аромат противоречивый и сложный. Аромат 2000 года. И до сих пор о нем не утихают споры. Ну и делит он на любителей и ненавистников, парфюмерных любителей. Да? И этот аромат для меня, ну, конечно, в нем здесь очень много специй. То есть это аромат, где я слышу и кориандр, и базилик, и розу, и много мускуса. Но это классический, горький, достаточно суровый, колкий шипр в духе французской школы. Он непростой, но я люблю не его стартовую часть, я люблю его раскрытие и базу, когда он остается на коже такой вот мускусно-розовой пыльцой, пудрой. Это мега эротичный аромат, на мой личный взгляд. Вот. И ему бы, конечно, больше стойкости, может быть, и громкости, но именно как аромат для личного использования это один из самых красивых ароматов. Я его не перестаю любить. И ношу его почему-то именно весной и летом. Для меня это только весенне-летний аромат. Обожаю агента-провокатора. О тех ароматах, которые я уже упоминала в предыдущих выпусках, буду говорить не много, а только вскользь. Мой любимчик Мистер Новая Заря Тайна. Аромат тоже конца 90-х, 2000-го. Многие его сравнивают с кориандром. Такой же классический шипр, не менее суров, как агент-провокатор, как кориандр, но гораздо более, на мой взгляд, интересный. Да, здесь на старте кислинка еловых почек
период их распускания, вот как недавно, когда побеги только на елочке распустились, молодые. Далее дубовый мох и, конечно же, пачули. И готичная, увядающая бордовая роза, которая где-то там вот в еловой чаще слышна. Обожаю, ношу и не могла не сказать о нем, потому что роза здесь, несомненно, слышна. Драматично, трагично, меланхолично и прекрасно. Такой же сложный и красивый для меня аромат — это бракаровский черный лебедь в двух концентрациях: эликсир, то есть духи, и парфюмированная вода. Прекрасный флакон серии «Русская коллекция». О нем говорила не раз. И это мой любимый из всех бракаров коллекции у меня. Потому что здесь великолепный такой вот сандал и кориандр, которые раскрываются на старте чудесной морской водой, морской солью. И дальше пудровая роза и пачули. Здесь есть фиалка, которая создает вот эту пудровость. И прекрасная, опять же, готичная красная роза. Считаю, что это ниша просто и шедевр от бракара. Роль женщины от «Новой зари», которая вышла буквально 1,5 года назад. Это специевая кожа с розой на розовой подложке. Роза здесь есть, она несомненно. Вот сейчас аромат у меня постоял и стал более выражен в нем розовый компонент. Красивый, тоже шипр. Вот мы пошли по шипрам. Строгий, серьезный, не сладкий, сдержанный и скорее для делового мероприятия. Мне он очень нравится. Мне кажется, он на холодное время года. Роль женщины от «Новой зари». Вот сейчас я подберусь к аромату, который не участвовал еще ни в одной из моих подборок, хотя он очень красив и новозаревский, а «Новую зарю» я люблю. Это Елена. Елена от «Новой зари», парфюм. Я поговорю о той версии, которая у меня. Я знаю, что Елена менялась. Елена аромат 1978 года, но она, несомненно, потом была изменена и, возможно, не раз. Вот то, что налито в мой флакончик, это роза грустная, даже где-то трагичная, потому что здесь на старте сразу слышны травы и пачули, и мыльность достаточно сразу. И это такая, знаете, мыльная роза. Мыльность, мыло и роза. Вот слышу всего несколько компонентов. И звучит она как-то очень минорно. Очень так концентрация на внутреннем состоянии, обращает внутрь себя. Вот я ее пыталась носить, но, опять же, в прохладную погоду, не летом. Она красива своей розовостью, своей строгостью, своей шипровостью, но для меня слишком грустна. Расскажите мне потом, любите ли вы современную Элен от «Новой зари», Елену, или нет, и за что. И похожа ли она на предыдущую, на классическую версию Елены. Еще покажу вам бракаровский «La Voyage Romantique» из серии «L'Histoire d'amour», то есть история любви. Этот аромат у меня недавно, сейчас он тоже снят, и поэтому я поскорее его поспешила приобрести в коллекцию. Он легкий, он игристый такой, весенний и девичий. Здесь заявлено много цветов, целый цветочный букет, но для меня здесь только пионы и розы. Может быть, еще немножечко здесь есть фиалки или ириса, потому что очевидно, что он быстро уходит в такую сладкую пудру, приятную. Но он девичий аромат. Такой вот, его как раз весной-летом идеально носить для весенней такой вот романтичный, действительно, для романтичного флера. Вот. Он прям никого не задушит, каким образом не оскорбит, а создаст просто такое легкое, шаловливое, какое-то игристое, веселое настроение.
Мне он нравится. Не могу сказать, что он какой-то серьезный или э, неординарный, но вот как розово-пионовый аромат, пион в парфюмерии тоже, кстати, достаточно непросто найти, мне он нравится. Повторюсь, называла уже Пани Валевска Нуар. Это мой любимый а, фланкер на сегодня от Пани Валевска. Здесь в самом начале это цитрусы типа апельсина и апельсиновой цедры с фруктами и великолепная, помадная, красивая, роскошная, для меня темная, темно-бордовая роза. Мне он очень нравится. Мне кажется, он стоит гораздо меньше, чем впечатление, которое он производит. Он для меня не вечерний, хоть и роскошный, и такой по звучанию какой-то немножко торжественно утонченный. Я ношу его днем, и я ношу его с удовольствием и весной, и летом. Здесь одна из самых красивых помадных роз из моей коллекции. Еще я расскажу вам об аромате, который не называла ни разу, и который тоже снят от Новой Зари, «Милая вечером». И этот аромат, вот у меня даже запечатанный, у меня этот аромат один флакончик закончился, и я начну скоро вот этот следующий, имею запас. Если есть возможность, познакомьтесь с ним и приобретите, потому что мне он кажется, знаете, вот настолько красивым и прекрасным, он как в одном ряду для меня с герленовским шалимаром. У него здесь заявлен перец, бергамот, фиалка, роза, даже тубероза. Но по факту это очень красивые специи с ванилью и розой. Вечерний, очень ретро. Это 90-х годов аромат, но звучит он абсолютно ретровый. Недостаточно стойкий, к сожалению, хотя вот уже даже сейчас у него вышел срок. Тем не менее, за эти годы он не настоялся. Слишком нестойкий для такой красоты. «Милая вечером» от Новой Зари. Великолепная просто композиция. Такой вот тоже помадный, специевый, восточной розы. Реноме от Новой Зари. В современной версии. Реноме тоже, к сожалению, не стабилен у Новой Зари. Я о нем уже говорила, останавливаться подробно не буду. Здесь бергамот, фрукты, персики и другие фрукты. И нежная розовая пудрочка в духе Нарциссо Родригес. Очень-очень-очень французское такое легкое звучание, весеннее и нежное. Нравится реноме в этой версии от Новой Зари. Еще назову вам в сегодняшней подборке про розу два аромата, тоже новозаревский. Это «Следуй за мной» день, Новая Заря, парфюм. Вот такой необычный для Новой Зари. Необычном исполнении, более нарядном, чем обычно в Новой Заре бывает. И вот в цвет флакона алого очень хорошо передает содержимое. Здесь просто такой вот, знаете, жженый сахар леденцовый на старте, обрамленный букетом цветов, где лидирует, несомненно, роза. Роза пудровая, такая очень сладкая, помадно-пудровая роза. И это аромат для меня абсолютно вечерний, даже театральный. Вот только в театр я его себе представляю и нередко надеваю, но только в театр. Или вот как-то вот под вечерний такой вот строгий очень образ. Мне он понравился больше, чем «Следуй за мной» ночь. Был еще «Следуй за мной ночь» и вот «Следуй за мной день». День мне понравился более такой своей помадной классической розой. И еще у Новой Зари есть аромат про розу и пион, который называется «Магический цветок». Но там на самом деле гораздо больше цветов, чем просто роза. Там и пион, и специи, розовый перец на старте, бергамот и другие ноты. Но вот тут есть еще и фиалка, потому что очень пудровый. Я люблю пудровых в ароматах.
Они чем-то похожи с предыдущим ароматом между собой. Магический цветок и «Следуй за мной, день». Вот, у них общая такая розово-помадность красивая, сладкая. Не знаю, какой мне больше нравится, и тот, и другой. Вот, магический цветок, наверное, более дневной, очень женственный аромат и, такой, достаточно многогранный. Не сказать, что это вот именно «Новая заря», которая все таки не всегда, славится, богатством переливов. Магический цветок рекомендую, когда мы знакомимся с розовыми ароматами. Ну, на сегодня это все ароматы, которые я хотела вам показать, о которых хотела вам рассказать. Несомненно, розы гораздо больше вообще в коллекции, и я уверена, что у вас роза у каждой своя. Пожалуйста, расскажите мне о своих розовых ароматах и прокомментируйте, если можно, те ароматы, которые были сегодня у нас здесь. Ставьте лайк. Благодарю за внимание и что досмотрели до конца. До новых встреч!